BMW 320D. Сюжет из «Мальчишника в Вегасе». Носки Принглс присутствуют в данный момент на мне. Шепард в команде, он не отбивает кулачок. Он считает, что это не нужно. Это мои лютые бабки. Всем привет, с вами Virtus.pro, и сегодня ребята подготовили 5 своих любимых вещей, без которых они просто жить не могут. Давайте же посмотрим, что это за вещи. Погнали! Первая вещь, про которую я хочу рассказать, это не реклама. AirPods, потому что в них как бы ходишь везде, всегда с музыкой. Без них жить вообще невозможно. Следующая вещь — это ключи от моей машины BMW 320D, дизельная Бэха 2012 года. Я самый идеальный водитель в этом мире. Я не знаю, все, кто со мной ездили, я думаю, скажут, что я никогда ничего не нарушаю, всегда все соблюдаю, всех благодарю на дороге, всем уступаю, поворотники включаю. Обожаю свою машину, но, к сожалению, иногда из-за того, что часто тренировки и так далее, нет времени там что-нибудь подлатать, там туда-сюда. Не всегда хватает времени, но так я обожаю свою тачку. Третья вещь — это антисептик. Знаете, это ощущение грязи на руках. Я не знаю, у кого-то оно есть или нет, но я сразу могу понять, когда что-то не так. И поэтому всегда со мной в рюкзаке антисептик. Ну, в основном в поездках. Дома-то я что, руки мою, я же не дурак. Конфеты. Я обожаю сладкое, люблю вообще все, что связано со сладостями. Это у меня с детства. Но мое любимое лакомство — это сырочек от Б.Ю. Александрова со сгущенкой. Это просто топ. Я за сладкое, не знаю, готов все, что угодно сделать. Зарплату готов в сладком получить. Нет, шутка. Выжить кат. И последняя вещь, которая моя, так сказать, любимая, это рулеточка. Я до этого в видосе говорил, что я в основном ее использую, но все равно она используется для характеристик стола, чтобы подмерить. Вы приехали с дома на LAN, все померили, и все у вас будет четненько, как дома. У меня даже где-то сохранены записи. Рассказываю. От стола до монитора 13 сантиметров. От стола до сидушки стула 29 сантиметров. От стола до пола 73 сантиметра. От сидушки стула до пола 44 сантиметра. Все важные показатели тут записаны. Остальное все придет. И будете самым профессиональным киберспортсменом в этом мире. Получается, моя музыкальная тема, это моя цифровая зависимость, это мои лютые бабки, это мое зрение и вот, получается, прибор для гейминга. Когда я играю в компьютер, у меня постоянно потеют руки, ну, это дефолт для любого геймера, я думаю. И вот я постоянно вожу с собой, и дома у меня всегда перед столом моим геймерским лежит вот такое полотенчико какое-то. Уже вот с этим, получается, полотенчиком я езжу, мне кажется, лет 5, вот со времен, вот как мы первый раз в Америку вышли. Вот он все время со мной. Очки. Ничего не вижу. Просто вот долблюсь в глаза жестко. Но надо, чтобы смотреть телевизор, одевать очечки и видеть все пиксели и конкретно взирать на красоты. $100 купюра. Пожилой Франклин. Почему я взял эту вещь? Ну, все просто получается, потому что я вообще не пользуюсь налом, но у меня всегда где-то припрятана соточка баксов. На случай каких-то форс-мажоров, вдруг там я проснусь, у меня там условный какой-то сюжет из «Мальчишника в Вегасе», ну, я буду при деньгах, я себя спасу, я смогу себе купить покушать. Ну, телефон, понятно. iPhone XS, купил его, когда на первые, получается, призовые с Америки, или не призовые, на первую зарплату с Америки. Ну вот когда мы приехали, вот когда я только-только начинал играть в Rainbow Six, именно профессионально, мы стоим что-то с проплеерами, к нам подходит какой-то фэн, и я стою, у меня iPhone SE, он говорит: «Is this iPhone 4?» О май гад, я просто выпал. Но это, как, знаете, как травма немножко тоже отразилась, потому что я инстантно просто в квикбайсе вот это поставил. Ну, не знаю, сколько у меня уже лет этот телефон, вообще просто много вопросов. Также я очень люблю слушать музыку. У меня вот 2 пары AirPods, одни там для поезда, самолета с шумодавом, обычные. Вот этим, наверное, уже миллиард лет. Плюс обе пары вот этих AirPods мне подарила команда, потому что у меня команда просто, вот у меня там день рождения, команда спрашивает, что хочешь? Я говорю, хочу AirPods. Сначала вот эти они мне подарили, в следующий год они спрашивают, что хочешь? Я говорю, хочу вот эти. Они подарили. И в следующий год они мне уже подарили эти Easy Boost кроссовки, но
Их я сюда не притащил, а то ну, зачем кроссовки на стол, правильно? Очень люблю просто вот, если даже в соло или в компании, без разницы, вот просто нравится музыку послушать на нормальной колонке, типа лютый хардстайл, просто пошлого там какой-нибудь, которая просто долбит дунс. Ну, начну, в принципе, с самого главного здесь присутствует. Это, значит, куриные носки победные. В них выигрались практически все турниры, которые мы выигрывали. Следующий лот. Носки. Опять же, с пенным напитком. Достаточно мемные. Пока что не использовались. Носки Pringles присутствуют в данный момент на мне. Моя любимая вещь. Футболка. Соответственно, с надписью «Уважаемый». Следующая моя любимая вещь — это незаменимые наушники HyperX Cloud 2 Wireless. Как можно заметить, без проводов. Знаменитость под кликухой Стефаныч, более известен как Шайко, но он играет до сих пор в проводной версии. Трофейный рюкзак с турнира Invitational 2022 года. Присутствует также бадж, патч, как угодно, с никнеймом. Первое — это напиток, это кофе. Я всегда начинаю свой день с кофе. Второе — это мой талисман, это Bionicle, ну или как там его называют, фабрика героев, что-то такое. Мне было 10 лет, у меня была операция серьезная, и мне папа подарил этого робота, и с тех пор он у меня всегда стоит на столе, на всех турнирах я с ним, и это мой талисман по жизни. Ну, со мной талисман был во всех, получается, странах, во всех турнирах. Мексика, Швеция, Америка, очень много стран, где побывал, и традиция, мы всегда перед игрой отбиваем кулачок ему. Ну, кто отбивает, кто нет, допустим, Шепард в команде, он не отбивает кулачок, он считает, что это не нужно. Также я очень люблю беспроводные наушники, потому что это очень удобно. Нет этих проводов, которые постоянно болтаются, мешаются, рвутся. И в них очень комфортно играть, и музыку слушать, и все подряд. Также недавно для себя открыл стеклянный ковер. Мне он очень понравился, потому что моя главная проблема была в том, что ковры постоянно стираются, и скорость мыши постоянно разная. На стеклянном ковре такой проблемы нет. Не под все мышки подходит, потому что размер глайдов разный, и на некоторых плохо скользит. Это недавняя моя покупка, поэтому, когда мы поедем в Копенгаген, это будет первый тестовый раз, когда я его повезу на лан. Я буду пробовать его в этой пупырке, провозить в чемодане, надеюсь, не разобьется. И последняя вещь — это кондиционер. Я ненавижу жару, и поэтому важной частью моей жизни является комфортная температура, и мне помогает кондиционер в этом. Это мои счастливые носки. Мне их подарила бабушка. Я всегда в них играю, потому что я очень сильно мерзну всегда. И чтобы согреться, мне всегда надо быть тепло одетым и очень долго разминаться. Поэтому перед каждой игрой, неважно, во что я играю, когда я играю, тренировки, разминки, всегда я надеваю теплые носки. Это свитшот. Я его выбрал, потому что по той же причине, что и носки, потому что всегда холодно. Почему свитшот? Потому что не худи, поэтому свитшот. Это моя расческа, с ней уже поинтереснее. Больше расчесок я не покупал, езжу с ней всегда и везде. Но есть одна проблема: в аэропортах, при перелетах очень часто останавливают и просят показать вот такая вот расческа. Это кружка, с ней тоже много приятных воспоминаний. Она мне досталась как подарок от организаторов моего первого турнира. И когда я что-то пью, чай, кофе, неважно что, я всегда пью именно из нее. Так, а это самое главное — сухарики. Я с самого детства очень люблю хрустеть. Всегда у меня были сухарики дома. Я просто привык хрустеть. Настолько сильно привык, что если я не буду есть чипсы, сухарики какое-то время, у меня просто начинается какая-то ломка. И я забыл сказать, что моя самая любимая вещь — это ваши лайки, подписки и ваша поддержка. Спасибо вам огромное за это и спасибо за просмотр. Пока-пока. Чтобы следить за новинками на нашем канале, просто подпишись. Не пропускай важное.